Привет, я хочу рассказать про один проект, над которым я работаю уже какое-то время. Не знаю вообще, есть ли смысл делать это видео, не знаю, есть ли вообще смысл делать этот комикс. Просто хочется рассказать о своих персонажах и чё вообще, откуда они, да. Вот, и об этом видос. Я хочу поговорить о комиксе, который я пишу. Если вы натыкались на мои видосы, возможно, вы уже видели вот этих персонажей. И это главный герой моего комикса. Вот. Если что, их зовут Никита и Олег. Я пришла к этой идее довольно давно, наверное, год назад или два, когда я читала манги. И в этих мангах было не очень здоровое отношение между персонажами там были. Мне нравятся подобные сюжеты с каким-то повседневным ужасом, что такое может произойти с кем угодно. Вот. И мне хотелось что-то подобное тоже самой сделать, и тогда появилась идея этого комикса. Но мне хотелось сделать историю более мрачной и в понятных мне реалиях. Поэтому я поменяла место дислокации на Россию, или страну, похожую на Россию, и добавила туда немножко боди-хоррора. Это можно будет увидеть в комиксе. Кратко опишу задумку комикса. Все начинается с того, как Никита, обычный парень, студент, работающий в пиццерии, не выходит на работу в один день. Он просыпается в подвале у человека, которого он никогда не видел. Но он, в свою очередь, знает о нем все, где тут живет, как его зовут, на каких автобусах он ездит на работу. Все. И тот не просит выкуп, он не хочет его убивать, он только хочет от Никиты любви и чтобы тот был с ним. Любой ценой. Вот такая задумка. У меня уже был опыт в написании комиксов, но, правда, все эти комиксы были в школьные времена, на тетрадках в клетку, и они получались не очень, потому что были без сценария. И тут я снова совершила эту ошибку, что стала писать комикс без сценария, просто на энтузиазме, и получилось не очень. Поэтому я тогда забросила его, и вот спустя год я к нему вернулась. На этот раз я решила все кардинально поменять и подойти к комиксу очень серьезно. Я очень основательно подготовилась, и вот то, что я сделала. Я написала сценарий на этот раз, полностью всего комикса, по главам прям расписала. И также, чтобы не рисовать фоны от руки, потому что получается не очень. У меня с фонами проблема, поэтому они кривые, все косые. И чтобы это изменить как-то, я решила отстроить все локации в... я сначала думала про Майнкрафт, отстроить все локации в Майнкрафте и использовать скриншоты для фанов. Но я понимала, что Майнкрафт будет слишком узнаваемый, и его квадратная стилистика мне не очень подойдет. Будет сразу понятно, что это Майнкрафт. Поэтому я решила использовать игру Seven Days to Die. Там все-таки более реалистичные текстуры. Я в Seven Days to Die отстроила фоны. Также я сделала для комикса свой собственный шрифт. Потому что писать от руки это долго и тоже выходит криво. И потом, когда все это было готово, я уже принялась за комикс. Сначала я сделала скетчи нескольких глав, и потом я отрисовывала их. Пока что я комикс никуда не выложила, и на ютубе его не будет, потому что он,
Там есть некоторые сцены, которые на Ютубе нельзя показывать. Вот. И я пока не знаю, куда его выкладывать. Если у вас есть идеи, было бы интересно почитать. Можете написать в комментариях, куда бы мне можно было выложить комикс. Спасибо, что посмотрели. Я давно не записывала ничего с голосом, поэтому... Или, может быть, даже никогда. Поэтому мне как-то страшно. Но надеюсь, что вам было интересно послушать.